Друзья, всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня будем с вами делать вкусные и быстрые салаты. Так как жарко, ничего не хочется долго томить, варить, жарить, шкварить, чтобы в квартире не было жарко и не было запаха жареного, шкваренного, потому что окна закрыты, работает кондиционер. А мы с вами приготовим салатики очень вкусные. И начнем с обжарки грибов. Смотрите, все будет очень вкусно, друзья. Салаты будут обалденные. Все ингредиенты будут написаны под роликом, друзья. Берем с вами сковородку. Добавим маслица. Масло желательно добавлять без запаха, чтобы оно было нейтральное. И пока греется сковородка с маслом, нарежем грибы. Грибы мы нарежем слайсами. Это свежие шампиньоны королевские. У них текстура немножко плотнее, чем у простых шампиньонов. Вот так. И консервированные грибы в собственном соку, друзья. Но раньше мы будем обжаривать грибы свежие, шампиньоны. Давайте проверим, или масло нагрелось. А вот масло уже нагрелось, друзья. Будем отправлять шампиньоны. Грибы должны быть сухие, во избежание фейерверков. Распределим по всей поверхности равномерно. Ну и оставим их, пусть зажариваются с одной стороны. Ничего не будем добавлять, ни специи, ни соль, ничего. Подсолить можно слегка, чтобы они быстрее отдали жидкость. Потому что соль с них вытянет все-таки жидкость. И они быстрее начнут жариться. Жарить грибы до появления коричневой темной корочки, друзья. У нас здесь салат, но 2 порции, друзья. Вот, друзья, грибочки прижарились. Давайте добавим специи. И специи у меня здесь четверть чайной ложечки кориандра и четверть чайной ложечки мускатного ореха. Давайте в маслице мы бросим, пусть он раскроет. Вот так. Ну вот, друзья, грибы прижарились. Давайте отправим шампиньоны. Это шампиньоны, которые были в банках железных, в собственном соку. Ну, и сделаем маленький огонь. Пусть они немножко протушатся. Да. Грибы наши тушатся, мы нарежем лук. Вот так. Четверть кольца можно. Можно кольцо, пол кольца. Давайте четверть кольца. И также красненький лучок. Лучок мы порезали. Давайте его распушим немножечко. Вот так перемешаем. Грибочки отпустились. Вот отлично. Сейчас можно забрасывать лучок, друзья. Вот. Вот. Значит, пока трогать лук не будем, дадим ему минуты 2-3, пусть пропарится, потом начнем переворачивать, друзья. Перемешаем все. Вот уже пошел обалденный запах. Теперь можно переворачивать, друзья.
Вот так. И можно присолить. Бросим остальное. Значит, у нас осталась кукурузка. Она тоже консервированная, друзья. Сладкая, очень вкусная. Чесночок. Пусть себе пока тушится. А мы пока с вами сделаем соус. Что нам для соуса нужно? Значит, мы возьмем, друзья, ложку майонеза. Зубчик чесночка, друзья. Вот так. Посолить по вкусу. Черный перчик, друзья. Тоже по вкусу. Вот так. И возьмем, друзья, укропчик. Сейчас нарежем мелко укропчик. Вот так. И тоже отправим к соусу нашему. И просто перемешаем все. Дадим возможность ему настояться и обменяться вкусами. И поставим в стороночку, друзья. На обжарку грибов и лука у нас ушло примерно 3 столовые ложки масла. У нас немало из грибов и немного лука, друзья. Здесь грибов получается 220 грамм, ну и лука получается где-то 120. Вот так, вот такая вот красота у нас готовится, друзья. И вот это перемешаем. И черного перца. Лук стал прозрачный, давайте добавим кукурузу. Вот так. Добавили кукурузу, друзья. Вот давайте все это перемешаем. Вот. Вот. Все равномерно перемешалось. Запашок обалденный пошел. Жареных грибов и лука дал такой вкусный ореховый вкус. Ну и сейчас кукурузка даст какой-то запах свой сладкий. И 5 минут мы все это прогреем. Этот салат можно употреблять и в теплом виде, и в холодном виде, друзья. И как гарнир легкий. Вот так. Кукурузка начала зажариваться и стала еще слаще, чем она была. На этом этапе давайте будем выключать, пусть немножко остынет. И перемешаем с соусом, который мы с вами сделали. На салат с грибами с кукурузой мы делали с вами соус. Сейчас мы это все перемешаем.
Достаточно одна ложка майонеза с горкой, ребят. Ну, и зелень, и чеснок, все это по вкусу. Главное хорошо перемешать, чтобы все подружилось между собой хорошо. Друзья, салат получился божественно. Давайте нарежем немножко лучок. Вот так, зеленую часть. И припорошим его немножко. Придадим ему, так сказать, вид. Салат номер один готов. Давайте мы его поставим в холодильник. Друзья, салат номер один готов. Тут еще у нас остался лучок. Давайте еще добавим лучок. Вот так. Салат номер один готов. Давайте его поставим в холодильник. Пусть он минут 15-20 остынет и станет прохладным. И он будет очень вкусный. 3 яйца. Разомняли их, видите, как вилочкой. Вот именно, чтобы были еще вот такие вот маленькие фракции. Не полностью в пюре, а вот такие вот фракции, чтобы оставались. Значит, мы взяли туну. Туну лучше брать в масле. Она более нежнее и не такая сухая, как в воде. Но масло надо почти все вылить. Вот так. Высушивать баночку не надо от масла. Сколько осталось, столько осталось. Но большую часть мы вылили. Большую часть мы вылили. Вот так. Вот так. Вот так. Значит, запоминайте, друзья. Здесь 3 яйца, 2 баночки туны по 140 грамм. Но туна в масле. Дальше что мы делаем, ребят? Давайте ее немножко придавим. Теперь, друзья, возьмем огурчик. Нам здесь будет достаточно один огурчик, полтора огурчика соленых. И возьмем для свежести пол огурчика свежего. Ну и нарежем мелко огурчик. Я брал огурчики маринованные. Мне они больше нравятся в этом салате. Вот так, друзья, мы измельчили и добавим в салат. Свежий огурчик, ребята, можно немножко покрупнее. Он придаст свежесть нашему салату. Ну и лук.
Лук. Лук можно нарезать мелко, ребята. Вот, теперь мы сделаем соус салату номер 2 с тунцом. Мы взяли 2 столовые ложки майонеза, 1 ложку сметаны, друзья, соль, перец черный, дробленый. Ну и возьмем всю нашу зеленушку, друзья. Это летний витаминный салат, зелени должно быть очень много. Итак, друзья, здесь у нас петрушка, здесь у нас зеленый лук, и здесь у нас укропчик. Давайте мелко все нарежем. Друзья, часть мы добавим соус, часть этой красоты мы отправим в наше блюдо для подачи. Ну, естественно, давайте все это перемешаем хорошо. Чеснок добавлять сюда мы не будем. Очень вкусно. Ну и давайте добавим соус. У нас количество немножко побольше, поэтому и соуса нужно было больше. Этот салат обалденный, ребята. Вы его сделаете, вы его попробуете. Обязательно добавляйте свежий огурчик, обязательно. И кроме майонеза добавляйте сметану. Ну и вот правильно всю зелень, друзья. Все. И опять же все хорошо перемешаем. И поставим в холодильник. Друзья, салаты наши остыли, мы сейчас будем их дегустировать. Посмотрите, какой красивый салат с кукурузой. То, что надо летом. Прохладненький салатик, сытный и вкусный. А это с туной. А еще, ребята, я хочу вам сказать. Следите за моими роликами, и вы увидите много салатов. Вот с такой вот красивой рыбкой, ребята. У меня много салатов вкусных есть. Хотя у меня есть на канале и финская уха с красной рыбки, и пирожки вкусные с красной рыбой, с яйцом и с луком. Ну и, конечно, малосольный соломон. Но еще впереди очень много вкусных рецептов, друзья. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пользуйтесь моими рецептами, ребята. Салаты получились обалденные, и вкусные, и сытные, и очень вкусные. Их можно кушать как и гарнир, или просто как самостоятельное блюдо. Можно и картошки пюре, можно и к рису, друзья. Салат очень вкусный, друзья, пользуйтесь моим рецептом. Вам будет вкусно, а мне будет приятно, друзья. Всем мира, добра, всего самого наилучшего.
Берегите друг друга, любите друг друга. До новых вкусных встреч. До свидания.